Привет, друзья! Вот мы и в Венеции. Это уникальный город, построенный в лагуне на деревянных сваях, до сих пор называют Ла Серенсима, что означает «возвышенное», намекая как бы на былую важность и богатство прежней Венецианской республики, которая почти 1000 лет была значимая военно-морская держава не только в Европе. Ну, правда, пока не пришел Наполеон. Не секрет, что этот город славится своими уникальными каналами, историческими дворцами, мостами, художественными сокровищами. Вся эта былая роскошь отражает историю и культуру бывшей республики и, конечно, притягивает миллионы туристов, людей иногда не совсем бедных или просто зевак со всего мира ежегодно. И все они, как и много веков назад, стремятся в центр Венеции на площадь Святого Марка. Еще со времен республики она была политическим, религиозным и культурным центром. Тут находится Кампанила, то есть колокольня, дворец Доджи, попросту место работы государственной власти, и базилика Святого Марка. Эта придворная капелла находится не только в центре площади, но и зачастую в центре многих историй Венеции и ее тайн. Даже не присматриваясь, видно, что у нее такой необычный стиль. Тетрис, где все складывается в такую необыкновенно сложную и одновременно яркую, даже диковинную сакральную конструкцию. Но вот эти лошади над порталом на христианском, замечу, католическом храме выглядит даже сейчас как минимум странновато. Забегая вперед, скажу, что это одна из двух копий, а оригинал бережно хранится тут внутри, и сейчас мы на них посмотрим. Эти позолоченные лошади в натуральную величину действительно прекрасны. Сразу заметно, что они потрясающие произведения искусства и, судя по вмятинам и повреждениям, пережили много историй и столетий. Но им однозначно чего-то не хватает. Ведь изначально это была квадрига, двухколесная колесница с 4 запряженными конями. Прямой отголосок колесницы древнегреческого бога солнца Гелиос. А в Древнем Риме они использовались и в гонках, и в триумфальных шествиях, когда в ней полководец-победитель въезжал в город. Так что квадрии, как древний символ триумфа, победы и славы, часто изображались в античном искусстве. Они нашли свое продолжение и спустя много веков. Мы все знаем квадригу с Викторией на Бранденбургских воротах в Берлине. А вот квадрига на Триумфальной арке на площади Карузель в Париже. Кстати, на какой-то исторический момент их всех связывала одна очень похожая судьба. Но я расскажу о ней чуть попозже. А вот квадрига на арке Веллингтона в Лондоне. Она уже моложе даже французской, но связана напрямую с Францией. Точнее, победы над ней. Но какой триумф символизирует кони Святого Марка? Почему они без колесницы? И как они вообще оказались на этом месте тут, в Венеции? Для этого мы отправляемся в Стамбул. В начале 300-х годов нашей эры римский император Константин Великий переносит столицу Римской империи из Рима именно сюда, на берег пролива Босфор, в когда-то небольшой, изначально древнегреческий город Византий. Тогда новая столица была построена фактически заново, по примеру Рима. Однако наименование столицы Новый Рим не прижилось, и вскоре потом, многие века, при Византии и даже при и после Османской империи, практически до 30-х годов прошлого века, его называли официально Константинополь, пока основатель современного турецкого государства Мустафа Ататюрк не переименовал его в Стамбул. Вот здесь, на площади Султан Ахмед, названной поблизости к мечети Султана Ахмета, находился когда-то римский ипподром. Он был построен по примеру Большого цирка в Риме и вмещал 100 000 человек, то есть больше, чем Колизей.
И вот тут, примерно где сейчас установлен немецкий фонтан, находился главный вход, который, вероятно, и украшали наши лошади вплоть до 13 века, пока они пришли венецианцы во время Четвертого крестового похода. К тому времени Венеция была уже независимая, мощная и агрессивная республика с исключительно своим сакральным символом легитимности церкви и правителя – апостола Марка в тетраморфном изображении как лев. Не будем углубляться в темную историю, как они ее приобрели, точнее, мягко говоря, умыкнули в IX веке из уже тогда мусульманской Александрии, по легенде, положив его тело в корзину, накрыв свиными тушами. Ну ладно, венецианцы пришли туда, в Константинополь, под предводительством полуслепого доджа Энрико Дандола, и в сопровождении бедных крестоносцев уже не как прежние подданные Византии, а как сильный конкурент. И весьма не случайно, а в силу замысловатого сочетания причин, обстоятельств и интересов. Изначально, по плану римского папы Иннокентия III, французские крестоносцы должны были при помощи венецианского флота оказаться в Египте, чтобы оттуда начать освобождение Иерусалима от династии Аюбидов. Но по прибытию в Венецию оказалось, что у них не хватало на это обещанных денег. И совсем уже старый, но хитрый додж Дандола предлагает отсрочку долга в обмену на их помощь в завоевании конкурирующей с Венецией богатого города Зара. Сейчас это хорватский Задар. И несмотря на запрет папы поднимать оружие против братьев-христиан, Зара в том же году была захвачена и разрушена. Но это было только начало. К тому времени в Византии возникает династический спор, и Дандола с предводителем крестоносцев Бонифацием I Монтефоранским пользуются отчаянием низложенного принца Алексея IV Ангела и соглашаются напасть на Константинополь, чтобы вернуть за обещанную им несметную кучу денег его отца Исаака II на византийский трон. Исаака II они-то быстро вернули, но ангелы не смогли полностью оплатить услугу. И крестоносцы решают получить обещанное другим путем. Они грабят и опустошают город в 1204 году. Одновременно это была и их долгожданная жестокая месть за события 1182 года, когда византийцы, слепо следуя с политической пропаганде, уничтожили практически всех католиков, то есть латинян, в городе. Вот так это одно из самых масштабных массовых убийств в истории закончилось величайшим грабежом в Средневековье, подогретый человеческими пороками и хитрым Дандола. Кстати, он там и умер от старости и был похоронен, замечу, как единственный христианин в Софийском соборе. Его предполагаемая гробница сохранилась до сих пор. Несмотря на смерть доджа, для Венеции Четвертый крестовый поход стал настоящим триумфом. Она не только ослабила врага Византии, но и вывезла из Константинополя бесчисленные сакральные и культурные сокровища. Среди них оказались и лошади, которым, по легенде, для удобства транспортировки отрезали головы. Доказательств для этого нет. Нет и свидетельств, что венецианцы прихватили и квадригу. Факт, что по прибытию лошади простояли какое-то время у арсенала, где-то там, где сейчас стоит древний Пирейский лев. Но его венецианцы прихватили из Греции только в 17 веке. Во время правления доджа Риньера Дзена лошадей переместили на лоджию свежеперестроенного собора Святого Марка, о чем и свидетельствует их изображение на мозаике круглой ниши портала Сан-Алипио, датируемой 1265 годом. Но почему именно на лоджию храма? Все просто. Это было место и земной власти. Ведь отсюда доджи, как свидетельствовал еще Петрарка, приветствовал свой народ. Вот так лошади снова стали древнейшим символом мощи, власти и триумфа, но уже в Венеции, но уже без квадриги. Кстати, есть утверждение, что лошадей тогда и поцарапали,
чтобы их золотое сияние не затмевало доджей и не слепило народ тоже. Но оно неправильно. Собор тогда должен был сиять золотом. Дорого и богато. Но ничего не вечно. В 17 веке вкусы меняются, и итальянский скульптор Антонио Канова предлагает их снять и установить на площади перед дворцом. Вот так представлял это художник Каналетто. Но лошади остались на своем месте до падения Венецианской республики в 1797 году. После того, как Наполеон захватил Венецию, он приказал доставить ее главные символы власти и могущества, льва Святого Марка и 4 золотых коней, в Париж. После вступления в Берлин в 1806 году Наполеон приказывает перевести и немецкую квадригу в Париж, чтобы увенчать триумфальную арку-карусель. Но необходимые работы над немецкой квадригой затянулись, и на парижской арке поставили коней из Венеции. После войны венецианский лев и кони вернулись в Венецию. Император Австрии Франц I для этого устроил пышную церемонию, чтобы представить себя новым покровителем города. Не без основания, ведь на Венском конгрессе город был передан Австрии. А для пустующей триумфальной арки карусель сделали копии, добавив миротворца в триумфальной колеснице. Оригиналы больше не покидали лоджию. Ну, разве всего 2 раза. Для собственной защиты во время Первой и Второй мировой войны. И вот, возможно, навсегда уже в 70-х годах прошлого века. Тогда были предприняты обширные исследования и реставрация скакунов. Их столетние повреждения, усиленные загрязнением окружающей среды, были огромны. И чтобы спасти остатки бесценного оригинала, было решено заменить их на лоджии точной копии, но из другого сплава и без позолоты. Многие пожилые итальянцы до сих пор сокрушаются, что не видят больше золотых лошадей на соборе, и толкуют это как окончательный закат золотых веков Венеции. Но одно я забыл рассказать. После победы над Наполеоном немецкая квадрига вернулась в Берлин, поврежденной. После ремонта ее дополнили в духе того времени прусским орлом и железным крестом. Кстати, сейчас на воротах находится их хорошая копия. Оригинал был сильно поврежден в начале 1945 года, а остатки потом были практически уничтожены. Уцелела лишь голова левой лошади. После этого обоснованно покажется, что по сравнению с ними венецианские лошади действительно вечные, учитывая их прежние приключения. Но они не закончились, ведь лошади побывали и в Берлине на выставке 1982 года. Так что вот, вроде и вся история о лошадях. Но стоп, как же они оказались в Константинополе? Кто же их, когда и где создал? Ну, тут все сложно. Как писал Марина Санута, в Константинополь их привезли из Рима по приказу Константина, а до этого, как он утверждает, они стояли на не сохранившейся триумфальной арке Нерона. Ну, похоже. Но таким образом они могли стоять и на мавзолее императора Адриана или на не сохранившейся арке Трояна в Риме. Действительно, долгое время предполагалось, что римляне их просто откуда-то прихватили, тоже как трофей, а создал их Лисип, придворный скульптор Александра Македонского. Но тут действительно не с чем сравнивать. Ничего похожего не сохранилось, как говорится, аналогов нет. Но стилистически они действительно вроде бы похожи на лошадей на рельефах того времени, например, на греческом Парфеноне или на так называемом саркофаге Александра Великого. Однако, как утверждают некоторые культурологи, они только в общих чертах соответствуют тому времени, хотя по составу действительно типичны
для древнегреческой школы литья. Ведь они не бронзовые, а медные. При этом все лошади, а это почти 4 тонны, сделаны из единого однородного сплава, который был покрыт листовым золотом, что говорит больше за римскую школу литья имперской эпохи. Тем более на лошадях присутствуют гравировки с римскими знаками. А может, они были созданы в римской Византии, в греческой мастерской с большой традицией, и они вообще никогда не видели Рима? Ведь по историям Диона Кассия, в II веке во время гражданской войны Септимия с севера против Пресцения Нигера жители Константинополя использовали каких-то лошадей как снаряды, кидая их со стен города. Может, тогда и погибла сама Квадрига? Может, поэтому у лошадей столько повреждений? Может, Септимий Север после победы и собрал остатки, поставил их где-то на прежнем ипподроме, а Константин привез каких-то других лошадей из Рима? Но мы, наверное, это никогда уже не узнаем. Да и сейчас историки и культурологи занимаются больше темой влияния и значения лошадей на культуру, а не их происхождением. Единственный факт, что действительно остается, они являются неповторимым и единственным сохранившимся образцом многофигурной конной античной скульптуры. Больше таких в мире нет. Вот на этом и действительно все. Вот и вся история. А наша история не заканчивается. Следите за каналом. До новых встреч!